Здравствуйте, дорогие друзья! Я нахожусь сейчас в Тель-Авиве. Утро пятницы, и это блошиный рынок Гивон на улице одноименный Гивон, то есть блошиный рынок одноименный, улицы Гивон в Тель-Авиве. Вот так она выглядит. Почему я здесь? Хочу объяснить немного. Я в последнее время увлекся антиквариатом. Я не специалист. Я тоже коллекционер, правда, я собираю модели машин. Собирал раньше марки, монеты. А это все еще у меня осталось. И очень, в последнее время меня затронула эта тема. Я человек, который любит искусство. Все красивое, винтажное. В Вене я был, если вы видели мое видео, обязательно посмотрите. Интересный, самый большой блошиный рынок в Вене. Очень многообразный, огромный рынок. Очень интересное видео я снял где-то месяц назад. Всем советую посмотреть. Вот делаю сейчас обзор на рынок Гивон. Делал до этого обзор на рынок в Яфо, блошиный рынок Яфо. Шук Пиш-Пишим. Это тоже видео есть на моем канале, видео интересное. Давайте посмотрим, что здесь есть. Как всегда, много мелочи, украшений, бижутерия, керамика. Рынок большой, больше, чем Явский, я думаю. И более такой, разнообразный. Все находится в одном месте. Здесь есть такие навесы. Замечательная керамика. Посмотрите, морская тема, моряк. И морячка престарелая. Разнообразное оружие холодное. Цену вот видите, такой как кортик. Приставной нож стоит 650 шекелей. Цены, конечно, разные, в зависимости от исторической ценности. Идем дальше. Я понял, уже через несколько минут, что это вообще рынок не похож на Явский рынок. Там немножко бардак, все валяется на полах, здесь все на столах, красиво все разложено. Вот моя тема, машинки. Посмотрите, какой класс. Это, правда, пластики, но есть и железные. Кому ли дагемазы, слегка? Кому ли дагемазы? Вот 40 шекелей, такой подшаг. 40 шекелей. Порше я собираю, это моя любимая тема. Я его, наверное, и возьму. Выглядит он очень хорошо. Вот я, кстати, удивляюсь, насколько работа детальная керамики. Посмотрите, какие фигурки. Цены разные. Вот это стоит здесь 190 шекелей. Фигурки поразительные, детализированные. Посмотрите. Я очень пожалел, что в Вене не взял вазу, просто не было места вести. Было мюранское стекло. Ваза из мюранского стекла. Я был в Мюрано, в Венеции. Эта вещь очень дорогая, и там стоило просто какие-то смешные деньги, 70 или 80 евро. И я не взял, потому что побоялся, что не довезу. Будет перебор в весе, потому что была только ручная кладь. Сейчас я об этом жалею. Посмотрите, пластинки. Кто увлекается, винтажная тема. Все разложено по полочкам. Пожалуйста. Джаз, Мадонна, Абба. Все, что хотите. Думаю, что я здесь задержусь, наверное, на пару часов сегодня. Смотрите, кольца. Очень много бижутерии различной. Я не специалист по бижутерии. Мне еще нравятся часы. Я бывший часовой мастер. Немножко разбираюсь в этом. Очень много всяческой посуды, посмотрите.
Медная, металлическая, кувшины, восточная тема здесь, посмотрите. Какая-то ваза необыкновенная вот эта. Очень интересная. С чего она сделана? Это медь, что ли? Какие-то кувшины. Выглядят очень старыми, но могут быть и много подделок здесь. В этом надо разбираться, интересоваться, читать. Я только начинаю этим заниматься. И то весь антиквариат это трудно обхватить. Антиквариат это множество вещей, мебель, картины, часы, все что угодно. Смотрите, какой телефон. Ручная работа. Раскрасили его. Ну, это украшение дома. Слегка? Кому ли телефон азы? Кому ли телефон азы? 70 шекелей он стоит. Вообще красавец. Можно купить его. Он будет украшать квартиру. Вот видите, отдел какой здесь, как бы продолжение рынка, это вещевой рынок. Здесь second hand. Я сюда зайду попозже. Сначала обойду весь блошиный рынок с антиквариатом. Прикольно, конечно. Смотрите, с одной стороны вещи, с другой стороны антиквариат. Правильно разделили. Эти какие винтажные здесь есть машинки. Вот пожарная, очень старая, я думаю. Выглядит классно. Ищу часы. Мне интересны часы в последнее время. Вот, кажется, что-то нашел. Сейчас буду смотреть. Да, здесь еще и керамика прикольная. Смотрите, какие две. Такие как масленицы, что ли. Керамические, очень красивые. Да, это фарфор. Классно. Друзья, я сделал классную покупку. Вот такие часы командирские, русские. Вы представляете? Знаете, сколько им лет? 50. С компасом. Посмотрите, это очень редкий экземпляр. Просто я не верю своим глазам. 100 шекелей. Представляете? И они рабочие, они работают с календарем. Вот это покупка. Иду дальше. Сегодня, я думаю, ждут меня серьезные сюрпризы сегодня. Такого я пока не ожидал. Гуляю. Смотрите, фототехника какая классная. Есть и более современные фотоаппараты, есть и мыльницы вот такие. Все стоит очень дешево. 150 шекелей, 200 шекелей. Цены демократичные. Смотрите, какое разнообразие. А вот это что-то особенное здесь. Шалом леха. Кому ля муслимазу? 250? Вот эта винтажная камера, она настоящая. 250 шекелей. Зоти мяними. Зигам 250? Посмотрите, какой класс. Вы зоти из шана? Из шана? Гамма? Да, 40-х, 50-х годов все это. Класс. 250 шекелей. Тоже недорого. А вот какая... Вау. Это прям камера, кинокамера маленькая. Класс. Бижутерия, просто я не могу, у меня начинает в глазах рябить. Не моя тема. Но часы до сих пор я в восторге от этих часов. Я ищу что-то другое, я вам потом расскажу, что я ищу. Я ищу японские часы Ориент 90-х годов. Скорее даже 80-х, 90-х.
очень специфичные часы. Они сейчас очень ценятся, пока я не нашел. Но поиски мои продолжаются. Смотрите, какой класс. Пианист. Не, пианистка. Красота. Познакомился с очень интересным человеком, который разбирается в часах. И меня заинтересовали одни часы Ориент. Вот посмотрите. Вот эти. Вот эти круглые. Очень красивые. 3 звезды Ориент. Я думаю, что я сегодня сюда вернусь еще. Сделали скидку, стоят они 350 шекелей. Очень красивые. Если их не перекупят. Коллекция шикарная. Шикарная. Есть очень дорогие часы, золотые вот там. Разных фирм швейцарских. Есть часы по 5, 7, 10 тысяч шекелей. То есть здесь уже можно продавать почку. Ага. Смотрите, какой буйвол, а? Вместе с кроссовками Рональду. Шутка. А вот и машинки. Так, что интересного? Военную технику я не собираю. Пока ничего. Смотрите, какая символика Кока-Кола автомобилей. Класс, смотри, даже с бутылками. Шалом. Кому ли это? Ипонита зовут. Шмалим? 80 шекелей, смотрите, какая прелесть. Может быть, я куплю, сейчас буду торговаться. Друзья, продолжаю свои поиски. Я и не обошел половины, прошел уже час. Хожу, смотрю, глазею. Смотрите, какие игрушки. Разве это не круто? И музыка подходящая. Надеюсь, меня не забанят в Ютубе за эту музыку. А то Ютуб в последнее время стал очень нежный. Банит по каждому случаю. Смотрите, а? Какие вещи, а? Собаки, собаки, красота. Я имею в виду, собаки продаются. Раньше, когда собирал эти бутылочки, было увлечение. Было очень много. При переездах многочисленных я их куда-то дел. Или кому-то подарил, скорее всего. Что это, не могу понять. Какой-то подсвечник. Бронзовые скульптурки. Опять бижутерия. Здесь можно просто потеряться. Цены вот по 30 шекелей и все. Всякие брошки. Смотрите, какие запонки. Есть очень красивые вещи. Смотрите. Класс. Браслеты, цепочки. Символика и красивый Маген Давид. Цены вообще очень приятные. Но опять же повторяю, надо разбираться во всем. Или нет. Чтобы купить себе удовольствие, можно и не разбираться. Вот здесь я уже был, снимал. Это мой знакомый, часовой мастер бывший, кажется. Похоже очень. Я с ним разговаривал, он говорит, что да, разбирается в часах. И у него есть очень хорошие часы, они Ориент. Но ищу я не эти Ориент, а другие.
И вот картина, да, смотрите. Такая эротического толка. Стоит она 200 шекелей, я уже узнавал. Подумаю. Разнообразие. Глаза разбегаются. Народу прибавилось. Рынок работает где-то до 4 часов. Потому что сегодня пятница. Класс. Очень красивые вещи. Смотрите, какая образцы. Вот такой фонарь. Не знаю, от чего это. От лодки, от машины, скорее всего, от полицейской. От старой, я думаю. Хотя не уверен. Мясорубочки винтажные. Гуляем дальше. Решил отвлечься от антиквариата. Пойду посмотрю вещички. Потому что голова забита антиквариатом. Столько я насмотрелся всего, что просто тяжело воспринимать все это сразу. Надо сделать паузу. Смотрите, какая вещь. Мех. Такая куртка женская. Красиво. Натуральный мех. Да. Есть, конечно, вещи. Я сегодня один без супруги, ей бы понравилось. Якобы Дольче Габбана, ну, конечно. Это Дольче Габбана китайская. А видите, какие вещи. Класс. Это натурально. Продавщица занята, хотел спросить. Ладно, вернусь. Вещей тоже полно, что только нет. Новые вещи и секонд-хенд. Все в одном месте. Все в одном месте. Кожа уже не актуальна. Я купил в Италии несколько лет назад куртку. Обалденную просто, такую куртка гонщика с нашивками. И до сих пор она у меня висит как новая. В машине неудобно, постоянно тепло. Некуда одевать. Продавать жалко. Настоящая итальянская куртка. Да, есть чем поживиться. Есть вещи очень интересные. Есть. И вот Дольче Габбана это настоящая. Это настоящая куртка классная. Такого военного образца. Стоит 70 шекелей. Вообще недорого. Да, вот эта куртка, смотрите, сзади. Ого, я к ней вернулся. Сейчас, может быть, померить. Состояние очень хорошее, может быть, даже новая. Красота. Куртка оказалась, она поношенная, не новая, и цена у нее 140 шекелей. Конечно, это дороговато, и не хочется брать вещи со вторых рук. Это не моя тема.
Но куртка красивая, была бы новая. Так, что здесь интересного? Вот Ганза Розес такая худи. Классно. И вот пальтишко. Пальтишко жена просила посмотреть. Такое полупальто. Прикольное. Прикольное. В следующий раз приеду с ней. Брать без нее это рисковое дело. В общем, что могу сказать про вещевой рынок? Здесь полно всего, старые, новые вещи, винтажные тоже. Вот, посмотрите, какой бушлат. Вот, что здесь только нет. Пальто, куртки, пальто, куртки. Вот такие какой-то страусиный здесь наряд из перьев. В общем, есть все. И даже больше. Я сделал как бы перерыв. Иду обратно в антиквариат. Народу все больше. Приближаемся уже. Я, наверное, уже второй час пошел, да. Очень много стендов. Вот, смотрите, туфли на Золушке. Кому ли это? Камешвот. Видите как? Это для Золушки туфельки 500 шекелей. Туда. Вот видите. Волшебные туфли, всего 500 шекелей. Продавцы приветливые в основном. Снимать разрешают. Это радует. Оружие, конечно, великолепно. Смотрите, японские мечи. Вот это я не знаю, что это, интересная какая-то тема. То ли нож, то ли топор. Всякие кортики, приставные ножи. Я интересовался, они где-то по 500 шекелей. Приставные ножи к винтовкам. У кого нет рогов, пожалуйста, можете приобрести другим способом, легальным. Значки. Да, русские значки. Смотрите, кто коллекционирует. Тоже тема. Ребята, интересная вещь. Я купил в Вене на блошином рынке вот такие есть вещи за стеклом, как бы, в коробке. Я купил такую композицию с солдатами немецкими. Там такой как бы прицеп с пушкой за 10 евро. И оказалось, что здесь тоже продают из этого же набора. Это 80-х годов где-то, может быть даже 70-х. Такие модели. И тоже за 10 евро я купил здесь. И здесь тоже стоит 40 шекелей. 50 шекелей. Интересно. Я не думал, что я встречу в Израиле то же самое. Из этой серии. Но встретил. Бывает и такое. Не знаю, купить или нет. Много места слишком занимают эти коробки. Поэтому как бы некуда ставить уже. Для всего нужно место. Поэтому я осторожно покупаю тоже и модели машин. Потому что у меня их очень много. Надо отдельный большой шкаф. В общем, хожу. Еще не ушел. Еще не выбрал, еще не купил модель. Хочу купить пару моделей машин. Пока я ничего не вижу нормального. Надеюсь, что еще не все выложили. Смотрите, какая картина, как триптих. Очень приятная такая тема, морская, винтажная. Ножи. Ножами я не увлекаюсь.
Вот здесь полно холодного оружия на этом базаре. Вот есть машинки. Этот Porsche, он китайский, какой-то не очень хороший. Мне он не нравится. Хочется купить что-то особенное. Посмотрите, а? Винтажные зонты и палочки. Клюшки. Или палки, как их лучше назвать. О, новогодние игрушки. По 15 шекелей. Прикольно. Старые, но красивые. Всего полно. А, игрушки классные. Детский баян. Здорово. Да, это такая фляжка. Класс. Заширха? Это заширха? Камоли? 30 шекелей, вообще красота. Это же дешево. Сейчас я посмотрю на него внимательно. Может быть, куплю. Вы представляете, кого я встретил? Это знаменитый человек! Знаменитый человек! Знаменитый человек! Мистер Антиквариат, я думаю. Был, да, мистер Сильвер там был, видео у него. Сегодня он был тут, кстати. Был тут? Такой чувак прикольный, просто. Короче, у него поучиться. Это человек, который давно этим занимается. Я только начал. Я вот часы ищу, как раз он мне обещал помочь найти. И я ему буду за это благодарен. Я посмотрю у себя в Махсане и это самое. Подписывайтесь на его канал тоже. Скажите, какой канал? Антиквар Хаус на английском. Да. Классный, он Могу серьезный. скинуть ссылку, можете. Да, он серьезный винтажник и разбирается во многих вещах. Если в общем, что-то продать, могу тоже помочь или сам купить. Да, я продажей не занимаюсь, мне это чисто интерес, а вот он профессионал. Здесь у нас тоже очкастый блогер. Да, очкастый блогер, еще один блогер в команде есть. Так что подписывайтесь на его и подписывайтесь на меня тоже. Только цена уже вот так выросла. В общем, неожиданная встреча. Встретил вот Сергея, который, ну, просто винтажный здесь специалист серьезный. У него есть канал, он занимается винтажем давно уже, антиквариат серьезный он. Вот, он посещает все рынки антикварные, прекрасно делает тоже видео. Я стараюсь, как бы, ну, учусь у него, можно так сказать. Он молодец, приятный парень очень. Пообщались, обещал помочь мне найти часы, которые я хочу купить. Серьезный антиквар и приятный человек. В общем, я, наверное, заканчиваю свое гуляние по рынку. Я устал, честно говоря. Обозревать все это не такая, как бы, легкая задача. Потому что хочется и самому посмотреть, и для вас побольше снять, если вам интересна эта тема. Вот я буду и дальше снимать. В общем, смотрите мое видео. Всего вам хорошего, друзья. До новых встреч. Пока.